Всем привет! Нет ничего привлекательнее, чем жемчужно-белоснежная улыбка. Но профессиональное отбеливание – это весьма дорогостоящий процесс, который могут позволить себе не все. И потом, любое отбеливание – это временное явление. В этом видео я собираюсь поделиться секретом о том, как я лично отбеливаю зубы в домашних условиях. Это недорогой способ, но самое главное, что он безопасный. Почему я решил записать это видео? Ведь я же не бьюти-блогер. Просто YouTube рекомендованных посоветовал мне посмотреть видео 10 способов отбеливания зубов в домашних условиях. И там было активированный уголь, уксусная кислота, лимонная кислота, соль, сода и даже перекись водорода. Да, люди, получается, сейчас наслушаются и начнут перекисью водорода себе там отбеливать что-то. С ума сойти можно. Я понимаю, когда перекисью водорода там какие-то волосики там себе отбеливают. Но зубы, вы подумайте, что делаете. Еще бензином прополоскайте, ацетоном. Прежде чем пойти дальше, давайте выясним, какие же виновники затемнения нашей зубной эмали. Стоит отметить, что любое отбеливание – это временное явление. Особенно для любителей таких продуктов, как кофе, красное вино, крепкий чай и сигареты. Поэтому, если вы не можете отказаться от этих продуктов, то хотя бы уменьшите их концентрацию. Иначе ваше отбеливание станет еще менее продолжительным. Я не буду ходить вокруг да около и сразу скажу, что раньше для отбеливания я использовал специальные полоски White Stripes. Тонкая пленочка, и на ней находится специальный отбеливающий гель. Ее нужно наклеить на зубы, и в некоторых полосках необходимо было ходить около 15 минут, а в некоторых там около 5-7. То есть там возможно концентрация этого вещества, которое входит в состав этого геля, была больше. Отбеливали они хорошо, но сами полоски достаточно недешевые. Я нашел более бюджетный вариант отбеливания зубов на том же самом известном всем сайте AliExpress. Выглядит он вот так вот. Теперь разберемся, что же там есть. Два тюбика с гелем. В первом прозрачный гель, во втором зелененький. Специальные резинки для зубов. С внутренней стороны наносится этот гель. В равных пропорциях смешивается зеленый вместе с прозрачным. И плюс еще идет вот такой вот светильничек для зубов. При включении там всего две батарейки, он загорается синеньким цветом. Но сам по себе он, конечно, ничего не отбеливает. Он просто идет как активатор для ускорения процесса отбеливания. Ну и возможно как таймер, потому что он отключается через 10 минут. Сразу хочу сказать, что для отбеливания я никогда не использовал и никому не советую там, ведь интернет пестрит всякими лайфхаками, типа использования соды. Категорически не рекомендую. Уксус вообще фатален. Я посмотрел на YouTube, кто-то советует там на ваточку и протирать, оставлять на 5 минут. Ни в коем случае это не делайте, это крайне опасно. Ваша эмаль может полностью стереться. Вам нужно потом ходить и ремонтировать зубы, ставить пломбы. Кстати, имейте в виду, если у вас есть пломбы или какие-нибудь коронки, они не отбеливаются. Если речь идет о коронке, то ее сразу заказывают под ваши зубы. То есть такой тональностью, чтобы она особо не выделялась. Что касается насчет лимонной кислоты, то да, возможно, мои зубы сохраняют еще белизну свою, потому что я люблю есть лимон, и я не режу его дольками там или какими-нибудь кольцами, как это обычно принято, и там сахар добавлять и все. Я люблю есть его как яблоко. Ставь лайк, если тоже любишь лимон. Ну ладно, хватит болтать. Сейчас я покажу, как именно проходит процесс отбеливания зубов у меня. В первом тюбике у нас прозрачный гель. Во втором тюбике у нас зеленый гель. Такое же количество. Одинаковое количество. Смешиваем между собой. Далее наносим гель на саму пластину. Тонким слоем, много не нужно. На верхние зубы и на нижние. После того, как равномерно распределили гель на зубные резинки, одеваем их. В принципе, достаточно использования от 10 до 20 минут. Я поставил себе 15 на первый раз. И запомните, если у вас завтра выпускной, важное свидание, встреча или свадьба, и вы сегодня хотите отбелить зубы, забудьте об этом. Использование такой простой методики, это в любом случае даст результат, но это результат накопительного действия. Для него потребуется время, как и в принципе для всего хорошего. Но если вы действительно хотите, чтобы ваши зубы были белоснежные, то вы дождетесь результата, потому что хорошего стоит подождать.